Как подключить водоснабжение и канализацию? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Все автономные системы загородного дома, если они отключались на зиму, надо расконсервировать. Прежде всего скважинный водопровод и локальную канализацию. Если хозяева используют дачу только в теплое время года, то осенью они наверняка позаботились о том, чтобы система водоснабжения не пострадала зимой и предприняли все меры для ее консервации. То есть тщательно промыли, просушили и убрали насосное оборудование, слили воду из труб, закрыли герметичным оголовком устье скважины. Начать расконсервацию следует с тщательного осмотра оборудования, труб, фитингов, подводок, кранов, смесителей, фильтров и прочего. Работоспособность скважинного насоса можно проверить в баке с водой. Установленный осенью на оголовок скважины защитный колпак надо аккуратно снять, убрать мусор. Опускать насос в трубу следует очень аккуратно, строго вертикально, чтобы его не заклинило. Затем можно запустить насос на малых оборотах, предварительно убедившись, что сливные краны и общий кран подачи воды в дом закрыты. Если скважина пробурена на песок, то есть до первого после грунтовых вод водоносного горизонта, длительный простой может вызвать заиливание фильтровой части обсадной колонны. Поэтому скважину надо очистить от глинистых отложений и песка самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов. После очистки скважину следует прокачать, сливая воду через кран летнего полива. Скважины, пробуренные на известняк до известнякового водоносного горизонта, в очистке и прокачке не нуждаются. Только если такая скважина не использовалась много лет, ее при вводе в эксплуатацию следует прокачивать соответствующим насосным оборудованием, и проводить эти мероприятия должны опытные специалисты. Наконец, можно подключить подводящую систему домашнего водоснабжения, открыть сливные краны и промыть водопроводные трубы до появления чистой воды. В первые часы после включения насос должен работать на малых оборотах двигателя. Это убережет его от перенагрузки, а водопроводные трубы от гидроудара. Ничего сложного в расконсервации системы водоснабжения загородного дома нет, но некоторые операции требуют опыта и знаний, поэтому рассчитывайте сами, стоит ли рисковать. Автономная канализация закрывается на зиму только при ее сезонном использовании. Если хозяин хотя бы раз в месяц приезжает на дачу или в загородный дом, можно оставить септик полностью функционирующим. Все модели промышленных септиков снабжены технической документацией, в которой подробно описан порядок их консервации и расконсервации, и если точно следовать указаниям, проблем не будет. Правильно подготовленный к зимовке септик не всплывет, не пострадает от механических воздействий. Его можно запустить сразу после установки и подключения компрессора. А вот неправильно выполненная консервация септика может преподнести весной неприятные сюрпризы. Самая распространенная ошибка – полная откачка содержимого из камер пластикового или стеклопластикового септика. В результате под давлением грунта пустой резервуар может деформироваться или всплыть на поверхность, ломая трубопроводы и поднимая грунт. Восстановление работы септика потребует сил, времени и средств. А если окажется, что корпус ремонту не подлежит, придется покупать новое очистное сооружение. Чтобы расконсервировать правильно законсервированный септик, надо просто выполнить то, что было сделано осенью в обратном порядке. Снять утепление с крышки станции и удалить из камер пластиковые бутылки с песком, заложенные туда для компенсации механического воздействия замерзшей воды. Затем установить оборудование, компрессор, насос и так далее. Подключить электропитание, и автономная канализация готова к работе. Через 3-4 дня непрерывной эксплуатации локальное очистное сооружение выйдет на нормальный режим. Как правило, подселение новой порции бактерий не требуется, но для ускорения процесса можно вылить в камеры септика 1-2 литра кисломолочных продуктов. А тем, кого не устраивает отнюдь не украшающий дачный участок неказистые крышки септиков, современный рынок предлагает самые разные их декоративные решения. От массивных камней и спилов до сложных композиций с гномиками, ящерками и вездесущими котиками. Удачного всем отдыха на ваших дачах! Автор статьи Татьяна Гречка. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.